Всем привет! Сегодня я продолжаю корейскую тему. Я уже, когда строила корейский традиционный домик, вспоминала все дорамы, которые я смотрела, корейские сериалы, и вспомнила об одном очень смешном и интересном месте. Это общественные бани в Корее. Все дело в том, что они устроены совершенно иначе, совершенно не так, как у нас, где ты просто приходишь, паришься, там, не знаю, посидишь, что-нибудь, чаечек попьешь или что-то другое, и как бы все. Нет, в Корее баня и сауна, весь этот комплекс, это совершенно что-то другое, это вообще другая какая-то система. Самое смешное, что вот эти места в Корее используются для сна. Давайте по порядку. Так вот, в этом комплексе банном в Корее обычно есть и горячие источники, и там комнаты с очень большой температурой, и комнаты с супер низкой температурой, комнаты с сухим жаром, с влажным жаром. То есть обычно это такое очень-очень большое такое пространство с множеством разных вариаций того, где вы можете посидеть, попариться, остыть и так далее. Второй момент очень интересный, что когда вы заходите в эту баню, сауну, в общем, в этот комплекс, вы сдаете свои вещи, и вы получаете себе такую смешную пижамку, хлопковую, обычно у мальчиков голубенькие, у девочек розовенькие, специальные тапочки, и как бы вы перемещаетесь постоянно по всем помещениям именно в этой одежде. Еще выдают маленькое белое полотенечко, которое часто корейцы завязывают на голове такими смешными бубликами, там разные есть вариации, они очень часто, в общем, его на голове держат, это полотенце. Вот. То есть вы не находитесь в своей одежде, вы всегда вот в этих вот смешных шортиках и футболочке ходите по этой сауне. Еще один момент, который меня абсолютно умиляет, что традиционно в цену за баню, за сауну, в общем, за вот эту всю процедуру, туда, в общем, еще входит 2 яйца вареных. То есть вам их выдают, и вы должны их съесть, когда вы в сауне находитесь. То есть это какое-то такое у них обязательная программа. Это именно вам выдается просто 2 вареных яйца, по-моему, еще парочку таких стиков с солью, и вы его можете съесть как бы в течение того времени, которое вы находитесь в этой сауне. И по поводу времени, кстати, все очень интересно. Конечно, можно прийти на несколько часов, только там попариться, помыться и как бы уйти, но чаще всего туда приходят на целую ночь. То есть в саунах в Корее можно ночевать, и это очень частая какая-то у них практика. Кстати, в корейских дорамах, если там девушка куда-то убегает, в общем, где-то она хочет скрыться, очень часто как раз-таки они ночуют в саунах, то есть это у них нормальное такое времяпрепровождение, и даже люди, которым есть куда пойти, тоже там часто зависают, то есть вот как раз-таки комплекс построен так, что есть вот эти вот все комнаты, как я уже сказала, и есть одно большое, либо несколько таких средних помещений, где просто на полу лежит очень много матрасиков таких тоненьких, либо циновочек, в общем, каких-то таких вещей с маленькими такими смешными подушечками, на которых люди просто спят. Вот так вот берут и спят на полу. То есть там вы походили, попарились, возможно, помылись там в душе, ополоснулись, и вы можете спокойно себе лечь, выбрать такой матрасик, лечь на него, съесть 2 своих яйца. Еще там обычно какой-то напиток, по-моему, дается. Причем на мужской и на женской половине разные напитки даются. Тоже интересная такая вещь, у них такое разделение очень четкое. Вот. В общем, вы съедаете эти 2 своих яйца, вы можете оставаться там до следующего утра, вы можете утром там встать, помыться, почистить зубы. Там, конечно же, есть куча телевизоров, какие-то развлекательные штуки, и они как бы круглосуточно, получается, эти сауны, эти бани, сауны, в общем, вот эти целые комплексы. То есть у них отдельно как-то бани или сауны нету. То есть чаще всего это что-то такое вот большое, комплексное, где люди могут проводить достаточно много времени. Вот, что, меня, конечно, умиляют эти яйца. Я не знаю, почему. Я даже смотрела
вот как раз когда готовилась влоги, ну, всяких там товарищей, которые приезжают в Корею, и их тоже умиляет вся эта система. Они как бы специально там на целые сутки зависают в этих саунах, в общем, исследуют, что это такое, что можно, что нельзя и так далее. В общем, и да, всех очень умиляют эти яйца, и даже корейцы не знают, зачем это, ну, почему это так. То есть это какая-то очень давняя традиция, которую уже не помнит никто, с чего она началась. На самом деле у нас в наших широтах тоже много очень странных традиций, которые мы им следуем, но зачем они, почему, мы уже и, собственно говоря, не помним. Поэтому это как бы нормальная история. Вот. И, в общем, я создала, в принципе, такую... Конечно, это не сильно близко к тому, что вообще могло бы быть, но основные моменты я, конечно же, сделала, потому что у меня есть, ну, типа, ресепшн, где можно проходить, и, кстати, так получилось, что туалет в этом заведении только вот на ресепшене рядом с ним. Потом, получается, проход вот в эту большую комнату общую, где, ну, как бы можно, типа, спать, отдыхать. Я там сделала имитацию вот этих циновочек, ну, постелила просто там кучу ковриков, каких-то подушечек, повесила телеки. На втором этаже уже там находится, ну, как бы на первом этаже вот этот горячий источник, как бы на улице расположен. На втором этаже уже сухая вот эта часть, где, я так понимаю, что это сауна, наверное, все-таки. Где вот на лавочках они сидят, камушки там парят, ну, то есть водичку на камушке раскаленные подливают и так далее. Вот, там душевые, и, по-моему, душевые только на первом этаже. Да, на первом этаже я две душевые сделала на много человек. Вот, везде я постаралась сделать вот эти платформы для того, чтобы разграничить пространство. Я постепенно начинаю к ним привыкать, как бы их использовать и понимать вообще, как их использовать, зачем они и так далее. И на втором этаже еще я сделала, конечно же, кафешку. Ну, чаще всего, да, есть хотя бы вендинговые аппараты. Обычно в таких местах есть, если сауна достаточно крутая, то, скорее всего, там есть еще и такая уютненькая кафешечка, которую я тоже, собственно говоря, сделала. Со столами вот этими низкими, смешными. Мне они очень нравятся, с этими одеялками. Симы так смешно туда садятся, ну, ножки туда протягивают под одеялко. В общем, это очень мило, так трогательно на самом деле. И вот эта чаша для приготовления, я вот первый раз ей пользовалась, когда обживала вот это место. Конечно, прикольно, я тоже такое хочу, причем чтобы она сама варила всякую корейскую еду, потому что когда вот в те времена, когда я залипала на всяких дорамах, я начала очень сильно фанатеть от их еды, но это было достаточно давно, и не было даже, ну, такой лапши, которая есть сейчас, на самом деле. Есть традиционная корейская лапша в свободной продаже, ну, не совсем свободная, но все-таки можно достаточно легко достать. Есть и имитация, есть и настоящая, импортированная из Кореи и так далее. Но тогда этого всего не было, я, в общем, выкручивалась как могла. То есть, в принципе, там очень часто, кстати, в аниме и в сериалах разных, вот японских и корейских, очень много показывают еды и часто показывают, как ее готовят. Поэтому можно, в принципе, даже подсмотреть какой-то рецептик, собственно говоря, что я и делала. То есть я покупала обычную лапшу, яичную, по-моему, и, в общем, там всякие соевые соусы, вот это все такое. Научилась, кстати, я тогда палочками есть очень быстро, кстати. Я все думала, что это вообще что-то такое невыполнимое, но я, кстати, научилась я, когда нашла случайно видео там, где детей обучали тому, как есть палочками, и там очень подробненько прям куда какой пальчик и так далее. Немножко практики, и, в принципе, очень легко можно научиться есть палочками. Я научилась палочками есть абсолютно все, даже рассыпчатый рис, это, в принципе, вообще не проблема. Хотя, насколько я знаю, корейцы едят рис ложкой. То есть у них, в принципе,
совсем другая система питания, не такая, как у нас, просто там, типа, тарелка супа и все, и, может быть, какое-то второе. Нет, у них обычно отдельно в тарелочке идет рис, и идет много-много закусок в таких маленьких-маленьких тарелочках, и, возможно, там еще побольше тарелочки, там какой-то, у них часто какой-нибудь кусочек рыбки поджаренной или запеченной. И они как бы берут начинку, берут немножко риса, зачерпывают и вот так вот едят, то есть с рисом в прикуску. Это немножко странная система, мне она вообще не зашла, хотя вот я, когда увлекалась, пыталась так есть, но такое. И вот эта система с большим количеством маленьких тарелочек, с разными закусками, вот это дело я так распробовала, мне понравилось, что всегда есть выбор, то есть когда есть какие-то закуски, конечно, не такие, как в Корее, потому что в Корее там очень часто несколько видов кимчи, еще какие-нибудь водоросли, еще там, мясо, рыба, тоже отдельные какие-то закуски. Кимчи — это, кстати, типа квашеной капусты, но они вот эту пекинскую делают с кучей специй. У них это еще, кстати, я знаю, что до сих пор такая традиция, знаете, когда вся семья собирается, они, квасят эту капусту, то есть они там режут ее специально, потом они, кто-то из старшей обычной семьи составляет вот композицию из специй, и они потом вот это все делят на несколько мисок, и каждый месяц свою миску с кимчи, они там ее оставляют, она же там начинает солиться, кваситься и все такое, и потом как бы они постепенно это съедают, потому что она вроде как не портится после того, как они вот так вот обрабатывают, потом они ее, когда вот уже проходит процесс закваски или соления, не знаю, как он там правильно, они потом ее разрезают и в контейнеры как бы наполняют свой холодильник. Всей семье, собственно говоря, наполняют холодильник. В общем, у них какое-то такое семейное дело. То есть они как само собой разумеющееся, как у нас там, не знаю, все пельмени лепят, что вся семья собирается для того, чтобы налепить миллион этих пельменей. Они вот так вот делают с кимчи. Кстати, интересная вещь у меня случилась в этой постройке. Я не знаю, это и раньше так было, или я что-то пропустила. Дело в том, что с моим бассейником, который я сделала, то есть я сделала бассейн специально рядом с источником, мне показалось, что типа кто захочет окунуться после горячего источника, остыть, как у нас там после бани выпрыгивает в песок, не в песок, в снег, конечно же. В общем, чтобы можно было. Но когда я уже перешла в режим жизни, оказалось, что в моем бассейне плавают карпы. Вот эти красивые белые с оранжевым карпы. Либо я что-то не поняла, либо в этом дополнении, в этом городе нельзя строить просто бассейн, или я что-то не так сделала, или я поменяла, когда воду на другую, это как бы обычную, не знаю, помогите мне, разрешите мой конфуз, это я так сделала, или это так, или это так и надо. В общем, я немножко не поняла, что произошло с моим бассейном, почему у меня там появились рыбки. Надо будет на другом каком-то участке попробовать. Я примерно помню, какую воду я меняла, что я делала. Надо будет проверить. Потому что рыбки-то очень красивые, и, в принципе, можно же было тогда оформить это именно как пруд, как красивый пруд с камушками, со всеми делами. Я-то оформила как обычный бассейн. Если так, то, можно, да, красиво это все сделать. Мне, кстати, очень умилили вот эти табличечки, которые нам пришли с этим дополнением, с девочками, которые объясняют правила, как нужно обращаться со шкафчиками. Это очень мило. И вот эти с едой тоже очень прикольные. Кстати, я еще не опробовала новый обогреватель. Я так и не поняла, как он работает как обогреватель, но зачем его включать, когда зима и теплолюбивые симы, когда там говорят о том, что им холодновато, чтобы было более комфортно, или как его нужно использовать. Я что-то немножко не поняла, потому что я обычно даже редко терморегулятор ставлю своим симом, так только самым богатым, потому что очень сильно увеличивается все, как это называется,
платежи, еженедельные платежи сильно увеличиваются, когда ты включаешь этот обогрев дома. Я еще потом частенько забываю его переставлять на лето, когда нужно, наоборот, попрохладнее. Но у меня Сима продолжает жариться из-за термостата, который остался с зимы. Поэтому я, в общем, всегда забываю, а с этим обогревателем интересно, вырастет ли коммуналка, как вообще его использовать, зачем, как. Так что так. В общем, в следующем видео я постараюсь все-таки построить уже квартальчик такой. Может быть, все-таки это будут китайские, потому что я искала для другого проекта именно маленькие китайские домики для рисунка. Сейчас очень популярно, у меня даже наклейки такие были с такими декоративными китайскими домиками. На самом деле это все срисовано с живого, с обычных домов. В общем, я их там для рисования очень много нашла. И они, в принципе, очень простые, кажется, с одной стороны. С другой стороны, из-за того, что они так построены без какого-то, знаете, общей концепции, они все такие разные, интересные, немножко страшненькие, но в этом их какое-то очарование. Поэтому, я думаю, можно повторить. Например, дом, который был облицован железом, мне, конечно, очень впечатлил. Это было очень странно. То есть, как бы внешнее оформление было именно пластинами железа. Это было очень странно, так что, может быть, попробую, сделаю. Очень хочется какой-нибудь квартальчик такой маленький, уютненький сделать. Так что пожелайте мне удачи, надеюсь, я с этим справлюсь и покажу вам обязательно результат. Все, мои хорошие, приятного просмотра, подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео, пока-пока.